Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. К сожалению, в июле я не сняла косметичку на ближайшее время. Я ее даже не собирала, потому что пользовалась всем подряд, что у меня есть в комоде. Но в этот раз хочу снять косметичку на август месяц. И хочу поделиться с вами, чем я буду пользоваться в ближайшее время. Я, кстати, поменяла косметичку, решила взять вот эту сумочку. Я ее приобретала с сайта Temu. Она, кстати, достаточно вместимая, но она, конечно, сделана не очень внутри, потому что торчат ниточки. Но сойдет. В общем, вот сюда я буду сейчас складывать свои средства. И давайте покажу, что я взяла на этот раз на месяц август. Да, начну с тональных основ. У меня тональные основы все те же. Я уже хочу их добить. Но здесь еще есть половина. Это Миша BB крем. У меня в оттенке он 21. Мне прекрасно подходит. Так, L'Oreal у меня достаточно темный цвет. Это 120. И Superstay он в 03 оттенке. И я их смешиваю. И прекрасно эти тональные средства подходят для жирной кожи, так как у меня жирная кожа. Их мне уже надо добить и купить что-то себе новое. Их я беру. Консилер у меня все те же. Я даже их что-то не принесла. Они у меня стоят на косметическом столике. У меня консилер от Be Perfect и Elf. И, по-моему, у меня еще остался консилер, да, от бренда L'Oreal Infallible. По-моему, такого же бренда. Он тоже почти уже закончился. Тоже надо присмотреть новые консилеры себе. Как основу я также наношу вот этот от L'Oreal хайлайтер. Очень красиво подсвечивает кожу. Вы его можете использовать и под тон, и поверх тона. Вы не будете светиться как с космоса. Очень красивый, тональный, говорю, очень красивый хайлайтер. У меня в 902 это светленький, также есть чуть-чуть темнее, вот он как раз подходит на лето. Но мне он тоже подходит, так что он у меня всегда в косметичке и всегда я им пользуюсь. Так, что дальше? Дальше хочу вам показать мои все те же карандаши для глаз и подводку. Что-то я давно не пользовалась вот этой подводкой от Essence. Она классная, но тоже ее надо уже заканчивать, так как она может высохнуть. И она, мне кажется, уже заканчивается. Она вот с кисточкой. Но если вы не можете пользоваться такой кисточкой, можно переносить через руку и брать другую кисть. Хорошая подводка, но единственное, ее не надо слишком наслаиваться, так как она будет трескаться. Также мои карандаши от Golden Rose, я делаю им стрелочку, обожаю. Это достаточно мягкий, его можно растушевать. Это у меня в оттенке 407, очень хороший карандаш. Но единственное, если вы делаете стрелку, он должен быть хорошо его нужно поточить, чтобы он был остренький. И моя подводка от Essence. У нее такой фетровый наконечник тонкий. Очень красиво можно сделать стрелки тонко и чуть-чуть покрупнее. Вот хорошая подводка. Тоже надо заканчивать, иначе она высохнет. Пудра у меня в последнее время, я очень полюбила эту пудру от Claressa. У меня в оттенке 02, она просто шикарная. Под глаза и на Т-зону. Очень классная пудра, она вот прям невесомая и делает блюр. Ну, сейчас не видно, конечно. И чуть-чуть она подсвечивает. Очень хорошая пудра, она именно под глаза. Вот ее я беру. Также на лето я всегда беру пудру от бренда Too Faced. Это достаточно темный цвет. Я ее беру себе в сумку часто, чтобы у меня с собой было. Очень классная пудра. Пудра Too Faced, мне кажется, они самые лучшие. Также есть такая и рассыпчатая, но
Я бы хотела приобрести компактную такую же, но ее, по-моему, уже нет в продаже. Она невесомая, она вам не делает кейки. Вот просто единственное, что цвет темный. Но для лета прекрасно. И под глаза хорошо, под глазами хорошо лежит, и на всем лице. Шикарная просто пудра. Мне она очень нравится. И также я всегда пользуюсь сейчас в последнее время вот таким вот хайлайтером Essence, но для меня это не хайлайтер, а подсвечивающая пудра. Шикарная, а-ля Hourglass. Вот. Просто наносить ее надо легкой кисточкой. Мне нравится эффект на моем лице. И всегда я сейчас в последнее время, особенно когда у нас стоит невозможная жара в Греции, я пользуюсь вот этим фиксирующим спреем. Единственное, что мне нравится у него, у этого спрея, очень такой распылитель мощный. Это не как вот облачко, знаете, а такой вот стреляет каплями. Ну ладно, но держит макияж, мне нравится. Давайте теперь я вам покажу, какие я беру себе средства для лица, то есть бронзер и румяна. Бронзер я беру вот этот от Catrice, классный бронзер, он у меня почти заканчивается, он у меня был в Project Penny, и я достаточно хорошо им попользовалась. Это была лимитированная коллекция у Catrice. Вот столько у меня осталось, это такой сияющий бронзер. Вот такой вот цвет. Очень красиво смотрится на лице. Также я беру бронзер. Это чисто летний бронзер от бренда Lovely. У меня в оттенке, это, по-моему, не знаю, может быть, вот этот номер. В общем, это с блестками и есть без блесток. Тоже, кстати, неплохо смотрится на лице. Ну, конечно, лучше он смотрится, когда у вас на ключицах что-то вот такое под открытое платье. Но и как бронзер на лице я пользуюсь летом самое то. Здесь такие вот мелкие золотистые блестки. Не знаю, видно вам или нет. Вот такой бронзер у меня будет. Также я беру кремовый бронзер. Это бронзер от Essence. Это матовый бронзер. Также у них есть и с шиммером. Тоже красивый. У меня в оттенке 10. Прекрасный бронзер. Также я беру вот этот бронзер от бренда Revolution Pro. Хороший бронзер. Единственное, что его надо немножко больше нанести, так как он как будто бы исчезает потом. Вот. У меня в оттенке Light. Здесь такой пипкой. Off-on. И давайте я вам чуть-чуть покажу. Надеюсь, он не брызнет. Кстати, у меня не так уж и много здесь его осталось. Так, открыла я его, да. Что-то не идет. Ладно, давайте покажу. А, видно, высох. Вот эта вот пипка высохла. А, нет, вот пошел. Вот. Так, что-то у меня с этим бронзером. А вот, знаете, высох вот этот спонжик, я смотрю, и он не выдает. Я его потом уберу. Ну, вот такой вот оттенок. Тоже красивый цвет. Я этот спонжик уберу, видите, он высох и не дает продукту выйти наружу. Давайте теперь я вам покажу румяна. Румяна я взяла вот эти летние, красивые, от Essence, с абрикосом. Кстати, да, до сих пор есть аромат абрикоса. На сводче не очень видно, но на лице прекрасно видно. Вот, вот видите, не переносится. Хотя вот, если наслать. А кисточка прекрасно переносится на лицо. Его беру. То есть эти румяна беру. Также я беру вот эти красивые румяна от Revolution. У Revolution вышли сейчас новые румяна в таких упаковках а-ля Creme to Powder. Очень мне понравились. Хочу взять. Но что-то у нас пока на сайтах нету. Это у меня в оттенке Neo Pink.
Тоже очень яркие, красивые летние румяна. Вот так они смотрятся. Также я беру, конечно же, и кремовые румяна. Это мои любимые румяна от L'Oréal. Какие же они шикарные. 630 у меня номер. Lumi Liquid Blush. Обожаю их. Их и особенно еще также мне нравится от Maybelline. У Maybelline, кстати, тоже сейчас вышли новые румяна. Жидкие, но уже матовые. Ну, матовые румяна я не очень люблю. Мне больше нравятся румяна подсвечивающие. Так, давайте я вам покажу. Смотрите, какие они красивые. Просто шикарные. И тушуются прекрасно, и держатся хорошо на лице. И еще одни румяна. Тоже жидкие, но они уже матовые. Это от бренда W7. У меня оттенок называется вот так. Тоже неплохие румяна. Такой вот красивый летний цвет. Вот так они смотрятся. Давайте теперь я вам покажу, какие я беру хайлайтеры. Хайлайтер я беру также от Essence. Это из той же серии, что и румяна. Абрикос. Это вот такие вот запеченные. Вот такой вот запеченный хайлайтер. Очень красивый. Лежит гладко. Ну, это классический хайлайтер. То, что бывает всегда у бренда Catrice. Смотрите, как красиво он лежит. Его я беру. Также я беру свой летний хайлайтер от Claressa. Это яркий, классный хайлайтер. У меня в розовом оттенке. Единственное, что его неудобно, конечно, брать. У меня в оттенке 13 Rose or Gold. Классный хайлайтер, его многие наносят на тело, потому что он очень яркий. Так, давайте сюда. Вот, видите, если он такой неэкономичный, его если брать, он много выходит, но он очень красивый, он очень яркий. Смотрите. Есть мелкий, очень мелкий шиммер. Вот так он смотрится. Но на лице он тоже очень даже красиво смотрится. Также мой любимый кремовый хайлайтер от очень бюджетного бренда Lovely. Здесь нет никакого номера. Мне кажется, он в единственном экземпляре вышел. Это вот такой вот кремовый. У него очень красивый влажный эффект на лице. Рука часто тянется к этому хайлайтеру. Не знаю, как сейчас будет видно. Вот. Очень красиво смотрится. Давайте я вам покажу вот здесь. Смотрите, какая красота. Такой влажный эффект на лице. Вот чисто летний, как говорится, вайб. Также я беру одну палетку для лица. Каждый год Catrice выпускал вот такие вот палетки лимитированные. Но эта палетка с блогером немецким. Тоже красивая палетка. Здесь такие запеченные румяна и хайлайтер. Но вот это больше, мне кажется, как бронзер. Хайлайтер очень яркий.
румяна тоже яркие. Их надо вот набирать просто вот легчайшей кисточкой, потому что очень яркий пигмент и очень красиво смотрится на лице. Смотрите. Здесь подсвечивающие румяна, фокус, матовые такие, ну вот это да, бронзер больше, и хайлайтер. Смотрите, какая красота, как красиво переливается. Вот. Шикарный просто. Теперь давайте я вам покажу, какие я взяла себе тени, палетки. Ну, не только палетки я взяла, также я взяла себе и однушки, и жидкие тени. Взяла я себе от Essence такие тени карандаш. Классные, стойкие, кстати. Как подложку можно, но можно и соло их использовать. Смотрите. Прекрасный такой вот сатин, такие вот сатиновые тени. Вот. Очень стойкие. Также я беру вот эти от бренда Catrice. Это такие жидкие тени без подложки. Они не такие уж яркие, потому что здесь нет подложки. Давайте я вам покажу. Вот. Смотрите. Они вот на прозрачной базе. Вот такие вот розовые блестки. Как они называются? Вот так они называются. Это в 20-м оттенке они. Так, фокус. Вот. Их я беру. Также мою однушку, такую вот давнишний выпуск Essence Moonlight. Они тоже были в Project Pen. У меня в оттенке 02. Классные, знаете, до сих пор не высохли. Смотрите, тоже дуохром такой розовый. Очень классные тоже. Их можно и соло нанести, и как на подложку тоже. Смотрите. Такой вот дуохром. Красивые тени. Они как муссовые, знаете. Так, давайте теперь я вам покажу палетки. Беру я свою тоже одну из любимых палеток с блестяшками. Это Revolution. Вот так она называется. Ее тоже до сих пор можно найти в продаже. Вот здесь шикарнейшие блестки. Ну, почти я дошла до донышка. И коричневый здесь цвет прекрасный. Хорошая палетка, знаете. Так, давайте я вам сначала блестки покажу. Они такие, как будто кремовые, знаете. Вот, смотрите. Не, ну красота. И давайте покажу два матовых. Вот. Тоже очень даже хорошие тени. Вот. Красивая палетка. Также я беру вот эту свою летнюю палетку от бренда Beauty Bay. Такая розовая, яркая, летняя, красивая. Здесь тоже шикарнейшие блестки. Вообще супер. Шиммеры такие, ну и матовые здесь очень яркие. Так, давайте сначала вот эти вам покажу. Вот. Посмотрите, какая красота. С Beauty Bay я уже не заказываю, потому что, по-моему, там надо налог платить.
Вот. Смотрите, какая пигментация. Красота. И давайте покажу я вам матовые. Матовые тоже очень яркие, пигментированные. Смотрите на эту пигментацию. И вот этот. Вот такая вот красота. Еще одну палетку я взяла, такую вот классическую от бренда Morphe. Коллаборация с Jaclyn Hill. Так эта палетка называется. Классная палетка, шикарнейшая, не пылит. Пигментация супер. Так, давайте я вам светлый не буду показывать. Покажу вот эти сразу. Такие вот оттенки. Тут и матовый, и шиммеры прекрасные. Так, еще один матовый. Очень темный, классный. Я иногда им даже делаю растушевочную стрелку. И здесь такие вот шиммеры неплохие, сразу же подобранные под матовые цвета. Так, еще 3 цвета. Такая вот палетка шикарная. Пигментация хорошая, девочки. Вот такая вот красота. Давайте теперь перейдем к губам. Беру я себе вот такой вот тинт. Он очень стойкий, классный, но единственное, мне нравится, что у него привкус сладкий есть. Это от Essence, у меня в оттенке 02. Ну, очень красиво смотрится. И под него карандаш у меня от бренда Golden Rose в оттенке 521. Он прекрасно сочетается вот с этим цветом. Смотрите. С этим тинтом очень даже хорошо смотрится. Так, его беру. Дальше беру вот этот блеск от бренда Essence. Это оттенок 104. Классный такой блеск. Ну, что говорить про него. Все знают эти блески. Так, его я беру. Также беру блеск от Essence. Он у меня же тоже почти заканчивается. Это из серии Bloom Light. Тоже хороший, не липкий, прекрасный такой лип-глосс. Также я беру вот этот лип-глосс. Мне нравится вот эта вот серия у Catrice. Их до сих пор можно найти. Здесь оттенок не написан. Был на бумажке, но я выбросила, отклеила. Единственное, что я здесь убрала стоппер. И теперь он вот так вот выходит. Это ужас. Я думала, он уже заканчивается. Оказывается, нет. Тоже очень красивый цвет. Красивая. Красивые цвета там есть вот в этой линейке.
Я уже повторяю второй раз этот блеск. Также я беру вот этот блеск от She Glam, очень мне нравится. Так вот он называется. Цвет. Кстати, цвет соответствует упаковке. Вот. Это типа бальзамного. То, что вот тающее. Смотрите. Очень приятный есть такой аромат. Не вонючий. Вот как бывает у китайских брендов. Вот. Классный. Я бы повторила. Если буду делать заказ с Шейна, надо повторить какой-нибудь другой цвет. Также у них есть из этой серии с шиммером. Но там, говорят, блестки чувствуются. Вот, посмотрим, надо что-то взять новое. И беру также вот этот блеск от Catrice. Ну, здесь вот есть до сих пор привкус резины, но мне очень нравится цвет. Цвет это у меня... Так, здесь не написано. Вот, номер 90. Тоже классный. Ну, вот не видно, что здесь цвета. Ну, на губах видно. Но, знаете, от She Glam больше блестит. Больше мокрого такого эффекта. Смотрите. Ну, Catrice, я уже говорила, они перевыпустили вот эти свои помады. Может быть, те не намного лучше. Вот. Такие у меня будут блески помады. И вот такой вот у меня вот такая будет, то есть косметичка на ближайшее время. На август месяц, я думаю, что мне будет достаточно. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.